Друзья, пока мы находимся в самом сердце города Эскишехир, Адун-Пазар. О, шок-контент. Прибыли в Сазовый парк. Это целый город в городе. Что-то типа места Патриков, назовем это так. Ну, конечно, до Патриков еще далеко. Welcome! Так, мы с маленьким монстриком приехали в новый для нас город Эскишехир. Надеюсь, что я правильно говорю. Чем он знаменит, как сказал муж, здесь есть какие-то специальные термальные источники. Поэтому посмотрим. Сынок, скажи «Merhaba Eskişehir!» Ой, раз Мирослав Гяльник. Смотрим. Приехали в Эскишехир сразу же кушать. Да, мои красавчики? Друзья, сейчас мы находимся на Адун-Пазар. Здесь очень много всяких интересных исторических цветных домиков, магазинчики, кафешки, рестораны. Все выглядит очень so cute. Поэтому продолжим дальше гулять. Друзья, пока мы находимся в самом сердце города Эскишехир, Адун-Пазар, я хочу вам напомнить о том, что вы сейчас на канале Мама Турка, где я делюсь своей реальной жизнью в Стамбуле с маленьким ребенком, нашими путешествиями по всему миру и нетипичными локациями для отдыха в Турции. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте вместе с нами. Для любителей всевозможных сувениров, всякой мелочевки, украшений. Это идеальное место. Данная архитектура, все вот эти домики, которые выглядят очень мило, это времена Османской империи. Название Адун-Пазар дословно переводится как «дровяной рынок». Откуда Адун – это дрова, Пазар, соответственно, рынок. И в османские времена этот квартал считался как самый энергоэффективный за счет того, что дома строились очень-очень плотно. И со всего Эскишехира, с лесов, соответственно, все дровяные изделия свозились именно в это место. Такой вот исторический факт. Очень фотогеничная улочка. Да, сынок, нравится тебе? Мы заглянули в музей хамама. Хамам, соответственно, самая традиционная, что ни на есть, ассоциация с Турцией. И впервые вижу, что турки даже построили музей. Интересно, ознакомимся. Если что, стоимость билета 50 лир для граждан Турции, для граждан других стран 80. Ну и для малышей, конечно же, бесплатно. Кстати, очень интересный момент. Здесь ходишь по музею, и везде стоит запах мыла. Вот этот, не знаю, если вы являетесь фанатами турецких хамамов, турецкого хамама, простите, я думаю, что не склоняется, то вы прекрасно понимаете, какой это запах. То есть для меня этот запах достаточно такой рисковатый, что ли. Вот. Но это так необычно. То есть, зайдя в музей, кажется, что как будто ты пришел в хамам. Мой юный путешественник.
Ну что, family, let's go! А сейчас мы находимся в очень традиционном кафе. Заказали чебурек. Чебурек? True. Это традиционное блюдо. Я так понимаю, что это как-то, возможно, как у нас в России чебуреки, с мясом и сыром. Так что будем пробовать. Как говорится, приятного нам аппетита. Я, конечно, дико извиняюсь, но просто посмотрите на этот размер порции. Я не знаю, как мы вдвоем это съедим. Просто посмотрите. О, шок-контент. Сынок, ты нам поможешь? Супер! Прикольно. Прикольно. О, здесь мы будем спать с малышом. Супер. Телевизор. Вид куда у нас? А, ну, неплохо. Ау. Oh my god, Olcan, this is for YouTube video. You told to me this information. Yes. Здесь телевизор, большой диван. Папа у нас будет спать здесь. Супер. Друзья, мы прибыли в Сазовый парк. Это целый город в городе. Здесь есть и сказочный замок, куда мы сейчас отправимся. Потом есть аквариум, планетариум, научные центры. Огромное место для прогулок, поэтому летом здесь 100% классно, потому что сам парк занимает 400 тысяч квадратных метров. Есть свои озера, зоны для детей, площадки. В общем, отправляемся! Мы немного разочарованы, если честно, потому что ничего интересного внутри этого замка не оказалось. Прогулочная зона, что-то типа местных Патриков, назовем это так. Ну, конечно, до Патриков еще далеко. Ну, а здесь вот всякие ресторанчики, кафешки. Летом, конечно, этот город, думаю, значительно преображается за счет зелени. Скажу народу, несмотря на то, что сейчас идет дождь, а я в шубе спустилась с гор, народ все равно гуляет, отдыхает, так как воскресенье. И мы не исключение. Выглядит это вот так. Ну, для турецкого небольшого городка это симпатично. И вдоль всего города, кстати, вот протекает эта река. Честно, название не знаю. Узнаю, расскажу. Также расположены такие миленькие мостики, где, соответственно, жители делают фото на фоне грязной зеленой реки. Но в целом выглядит это все довольно-таки симпатично. Друзья, сегодня мы остановились в отеле Тасиго и наконец-то дойдем до тех самых термальных вод. Примем хамам, сауну, все, что нашей душе угодно. Отдохнем, расслабимся, будем наслаждаться этой обстановкой. В общем, полный релакс и кайф, надеюсь, нам обеспечен. И чуть позже покажу, как здесь, собственно, выглядит именно зона спа с термальными водами.
Welcome! Ощущение после термальной джакузи и бассейна, конечно, как будто бы сходил в сауну, но тебя прям таращит. И мы, возможно, минут 10-15 провели, потому что большее тело, оно начинает очень сильно расслабляет, очень сильно расслабляет. И ты сейчас лежишь, и я понимаю, что все, мне хочется спать. В этой термальной воде есть кальций, магний, который очень полезен как для твоей нервной системы, так и в целом для баланса тела. Поэтому даже посидев в бассейне 10-15 минут, казалось бы, ты устал, ты получаешь витамины для своего организма. Комната отдыха. Здесь хамам. И там еще сауна. Все поделено на женскую и мужскую часть. Прибыли мы в музей археологии. Юный историк, как же без тебя? Интересные штучки. Но это невероятно. Поехал. Рома Эмпайр. Геркулес. Сынок, смотри, что папа-то делает. В целом мы с мужем пришли к такому заключению, что сейчас люди потеряли креативность, потеряли умение делать что-то своими руками. А все, к сожалению, заменяет искусственный интеллект, новые технологии. Да, это, скажем так, большой прорыв с точки зрения науки, но человек перестал развиваться и делать что-то сам. Это действительно, мне кажется, одна из глобальных проблем человечества, нашего поколения. Потому что, ты ходишь по этому археологическому музею и восхищаешься, как это люди могли творить до нашей эры, в начале нашей эры, уже после рождения Иисуса Христа. Правда, это шок. И это безумно красиво. Однозначный рекомендацион всем, кто в особенности любит историю, археологию. Вы правда получите прекрасный опыт, ощущение соприкоснуться с такими великими артефактами историческими. Это даже, я бы сказала, первый этап перед посещением Стамбульского археологического музея, потому что он просто wonderful. Но, правда, прекрасно, так что рекомендую, приходите в археологический музей Эскишехир. Обязательно. Погода сегодня прекрасная, наконец-то светит солнце, но нам, к сожалению, уже уезжать. А может быть и к счастью, потому что, честно, находясь неделю в путешествии, ты уже немножко устаешь, скучаешь по дому, плюс с малышом есть свои определенные трудности. Но мы на самом деле чувствуем себя прекрасно, настроение отличное. Продолжаем изучать этот город и приняли для себя решение, что летом, скорее всего, сюда вернемся, конкретно в отель Тасига, чтобы там снова окунуться в эти термальные источники и уже насладиться летним отдыхом.